Всем привет, меня зовут Мила. На ваших экранах вы видите разные толщины изолон: 2 мм, 3 мм и 5. Показываю, какой я в своей работе использую изолон. У меня в работе чаще всего этой толщины изолон, и я сегодня в этом видео покажу, как с ним работать. 5 мм изолон я использую на спинку и лямки рюкзака или сумки, а 2 мм и 3 я использую для небольших косметичек. Это мой рюкзак, и хожу я с ним с 2019 года. В лямке этого рюкзака использован изолон 5 мм. И вы видите, что с лямкой ничего не произошло, она не стала плоской. Этим рюкзаком я пользуюсь практически все лето, потому что он светлый и очень красиво переливается серебром ткань. Остатки изолона я не выбрасываю, а нарезаю их в коробку и храню до момента, когда он мне понадобится. Понадобится он может как наполнитель в какую-нибудь игрушку, либо в какую-то подушечку небольшую, но не забывайте, он немножко шуршит. Я приготовила два небольших образца по подобию лямок рюкзака, и на них покажу два разных способа сбора лямки. В первом варианте изолон между двумя кусочками джинсов. Во втором варианте он будет вставляться после того, как лямка по периметру будет прострочена. Я все буду показывать, чтобы вы не сомневались, что я действительно это шью на бытовой машине, обычной иголкой, а не какой-то мифической или заколдованной. Итак, прошиваю прям по изолону. После того, как я прострочила лямку, отмечаю середину и прокладываю посередине строчку. Это делать не обязательно, но так лямка получается более анатомическая. И если она заходит под мышку носителя рюкзака, она будет на этом шве складываться и не будет давить подмышечную впадину. Теперь нужно обработать края детали. Берем косую или прямую бейку и пришиваем ее, как мы умеем. Я взяла просто прямую бейку, она не скроена по косой. Я буду ее аккуратно выкладывать, помогая себе шилом, чтобы не было никаких складочек. Сделала я это специально, чтобы показать вам, что и обычной бейкой, скроенной по прямой, можно обшить круговую деталь. Ну а как косой бейкой обшить такую деталь, вы прекрасно и так знаете, потому что она выложится просто идеально. Ну а так как у нас пробный вариант, я решила все-таки усложнить работу и взять обычную прямую полосочку ткани. В видео мало монтажа, мало склеек, потому что я хотела показать вам прям вот весь процесс от начала и до его конца, чтобы вы видели все этапы обработки лямки. Если вы обрабатываете простой прямой полоской какую-то скругленную деталь, можно просто сначала сметать это, но сметывайте, пожалуйста, не по линии перестрачивания на машинке, а немножко ниже, чтобы вам потом легче было вытащить эту наметку. Теперь я прошиваю второй вариант лямки по периметру. Если после пришивания какие-то скругленные детали вы планируете выворачивать, я всегда вам посоветую срезать этот вот закругленный момент. Шов сделать зубчиками. После выворачивания эти зубчики как бы сомкнутся друг с другом и сделают ровный край. И после отпаривания утюгом у вас не будет бугров лишней ткани. Если вы планируете деталь выворачивать, а потом вставлять в нее изолон, то не забывайте, что изолон нужно выкроить меньше основной детали. А если у вас выкройка дана без припусков на швы, это вообще меняет дело. Просто выкраиваете изолон по этой выкройке. Далее, как и в первом случае, я отмечаю середины и прокладываю посередине строчку. Но во втором варианте строчка начинает идти от нижней части лямки, то есть от скругленной ее части.
чтобы когда вы прокладываете строчку, далее у вас ткань будет немножко подтягиваться и деформироваться. И чтобы не было в конце у вас складки, а она ушла как бы в срез, пожалуйста, начинайте строчить от скругленной части лямки. Нижнее полотно немножко подтягивайте на себя, потому что оно будет немножко как бы убегать назад, а верхняя наоборот как будто бы ползти вперед. Так что корректируйте все пальчиками. Я специально показываю всю работу с обычной лапкой, но если у вас есть шагающая лапка, не ленитесь ее поставить, тогда вам не придется подтягивать эти ткани вверх-вниз, туда-сюда. Шагающая лапка все сделает за вас. После того, как я купила промышленную машину, я многие детали сшиваю на ней. Но я знаю прекрасно, не у всех есть промышленная машина, в основном у швей бытовая. Поэтому я буду показывать в этом видео все только на бытовой машине. Итак, милые мастера, два способа обработки лямки перед вашими глазами. Выбирайте любой по стилю вашего изделия, либо по тому, как вам больше нравится ее делать. Конечно, с тесьмой лямка смотрится более интересно, тем более это плюс еще один декоративный элемент в вашем изделии. Внизу лямки нужно пришить стропу с фурнитурой. Теперь у нас с вами будет следующий этап работы с изолоном. Перед вами верхняя джинсовая часть, ее изолон внутри 5 мм и подкладка. И как будто нам нужно все это простегать. Сейчас будем стегать и смотреть, как это все работает. Опять лапку я оставляю обычную, не шагающую. Стегаю я через дополнительную ткань, я ее называю переходничок, кто-то ее называет мостик, неважно, как ее называть, главное, что она сохраняет нам время и экономит нитки. Смотрите, у нас ни нижняя ткань, ни верхняя ткань никуда не убежали. Почему нижняя ткань ползет, когда мы прострачиваем лямку, я не знаю. Но когда я прострочила этот кусочек, ну, видите сами, все перед вашими глазами. Ну, мистика какая-то. Теперь другой вариант. Берем лист бумаги, на него кладем изолон и сверху лицевую ткань изделия. Бумагу я подложила вместо ткани первого варианта. Ну, вдруг вы захотите, например, сначала прострочить, все простегать, а потом уже закрыть изнанку подкладкой. Посмотрим, построчим, как это будет идти все по бумаге. Никаких изменений не происходит, все так же строчится, но бумагу еще нужно будет оторвать и посмотреть, что произойдет. Милые мастера, оставайтесь возле экранов, далее будет еще интересней. Первую строчку я проложила прямую, вторая строчка зигзаг. Проложила ее специально, чтобы усложнить отрывание бумаги. Установила лапку для стежки и покажу вам, как можно стегать с изолоном. Ну, то есть вы уже понимаете, видите, что все прекрасно стегается и смотрится очень эффектно.
Теперь я хочу снять бумагу и усложнить немножко нашу стежку. Хоть это и свободно-ходовая стежка, но все равно изолон немножко должен прилипать к корпусу машины и тем самым тормозить строчку. Посмотрим. Я думаю, что вы заметили, что немножко начало притормаживать, но тем не менее все равно все можно прострочить. Сильно толкать ткань не пришлось, оно просто немножечко прилипает. Теперь я хочу полностью снять бумагу и показать вам, как выглядят строчки. Конечно же, нужно обязательно потянуть посильнее, чтобы оторвать изолон, но он не отрывается, он хорошо держится. То есть, если специально прям захотеть его выдрать, то он выдерется, но это естественно. Но мы, когда носим свои рюкзаки, мы же их не рвем специально, чтобы порвать. А тут я прям специально потянула на ваших глазах, и все в порядке с изолоном. Он не рвется от строчки, если не демонизировать его. Я вернула прямострочную лапку на машинку, и сейчас просто будем строчить, тоже без бумаги и без ткани. Убираю руки и смотрим, как машина справляется с протягиванием этих двух материалов. Во всех случаях иголка у меня стоит на машине номер 90. Нитки 40-ка полиэстер. Ну а швейная машина у меня самая дохлая Family. Сейчас я вам покажу, как соединить две такие пышные с изолоном детали. Покажу вам два способа, вы выберете для себя наиболее удобный. Второй образец посажу на подкладку. Естественно, края получаются у нас пышные. Сейчас эти два полотна соединим в том виде, в котором они пребывают. Напоминаю, что для образцов я выбрала изолон 5 мм. Вы видели, что машина прошила без всяких проблем, и шов у нас получился. Если вам интересно, чтобы краешек был пышный, то оставляйте его пышный. Если он вам не нужен пышный, то по периметру детали, где вы будете прокладывать строчку, прижигайте изолон утюгом. Температуру утюга выбирайте, ориентируясь на ткань, которую вы будете проглаживать, именно которой будет касаться утюг. И примерно на 1 сантиметр делаете такую полоску по периметру, и температурой утюга вы прижигаете изолон. Он становится тоненький, но его целостность не меняется. С той пышной частью он останется как бы в связке. В дальнейшем видео я обязательно вам это покажу. Итак, я заварила изолон по периметру швов, и теперь нужно проложить строчку. Но я ее прокладывать не буду, потому что тут и так ясно и понятно, что все оно прострочится и все будет в порядке. Опустим этот момент ненужный. Просто сейчас распорим шов, которым соединялась верхняя ткань с подкладочной, и посмотрим, что произошло после плавления утюгом с изолоном. Вот вы видите слева такая небольшая дырочка. Это, возможно, я когда распарывала его рванула. Возможно, была большая такая бульбочка воздуха, и она расплавилась, и вот такой эффект получился. Либо передержала утюг. Но на качество изделия всего такая дырочка влиять не будет. Я просто объясняю вам, откуда она могла появиться. Вот вы видите, с изолона воздух выпущен с помощью утюга, он стал плоским, но он все равно составляет одно целое с основным полотном изолона. Минус изолона состоит в том, что он все-таки плавкий, да, и изделие после стирки вы не сможете прогладить в тех местах, где вы поставили изолон. Но как делаю я?
после стирки я руками разглаживаю все изделие, вот прям пальчиками, ладошками, все аккуратно распрямляю после того, как, например, вручную постирала, выжала в полотенце, расправила перед сушкой, либо в машине постирала и расправила потом руками. Смотрите, как вам удобно будет. Этот рюкзак я стирала в машине. Изолон по периметру строчкой не зафиксирован. Он был вставлен между подкладкой и основной тканью. Когда таким способом я шила свои изделия, я предупреждала своих покупателей: пожалуйста, стирайте вручную, иначе будет плохо. Плохо случилось у меня. Я это знала, но сделала специально, потому что мне нужно было быстро его выстирать, чтобы разобрать и собрать заново. Так, изолон весь сбился, скомкался, и плюс еще подкладка, которая на самом деле шикарная. Я зачем-то в мужской модели перевернула ее и поставила красивой стороной вовнутрь. Сейчас буду исправлять свою ошибку и заодно поколдую с изолоном. Все обязательно покажу. На фото вы видите, какой он был, когда был новый. Этот рюкзак шился в 2019 году. А вот этот рюкзак шился в 2017 году. Это мой любимый был на тогда рюкзак. И здесь изолон закреплен. Этот рюкзак также стирался в машине, а изолон закреплен по дну 3 строчками, посередине и 2 по краям, а на спинке по периметру проложена строчка, и изолон пришит к основной ткани. Естественно, он никуда не делся, и перешивать мне его не нужно. В комплект к этому рюкзачку у меня сумочка поясная маленькая, и есть еще маленькая сумочка в таком же стиле, которая вешается на плечо. Все самое нужное всегда под рукой, и не нужно снимать рюкзак, чтобы достать, например, телефон либо салфетки. А вот этот рюкзак я постирала вручную, и изолон остался весь на месте. Как видите, все 3 рюкзака постиранные, не оглаженные после стирки, а распрямлены ручками перед сушкой. Отлично выглядят, не скомканные, не жеванные. И сейчас в конце видео обязательно посмотрите, как я реанимировала рюкзак цвета хаки и как он будет выглядеть после реставрации. Я использовала старый изолон, который был выкроен меньше, чем основные детали, добавила новый изолон и соединила их с помощью тесемок, которые я нарвала из старой простыни. Спасибо большое, что нашли время, зашли на канал и посмотрели это интересное информационное видео. Надеюсь, оно вам пригодится и оно вам понравилось. Пишите свои отзывы в комментариях, мне будет очень приятно. Я желаю вам крепкого здоровья и мирного неба над головой. Всех люблю, всех целую, всем пока!